18 января 1943 года Совинформбюро передает сообщение о событии мирового значения. Успешное наступление наших войск южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. Не было и нет в истории человечества трагедии и подвига, сравнимых по масштабу с блокадой Ленинграда. И здесь особое место в ряду полководцев нашей армии занимает человек, который стал одним из главных спасителей осажденного города – маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров. Почему же этому человеку удалось то, что было не под силу никакому другому – прорвать блокаду Ленинграда? Началом блокады города на Неве принято считать 8 сентября 1941 года, когда была перерезана сухопутная связь Ленинграда со всей страной. Однако в действительности железнодорожное сообщение прервалось на 2 недели раньше, еще 27 августа. Запасов продовольствия оказалось недостаточно, а в городе к этому времени уже скопились сотни тысяч беженцев, у которых продовольственных карточек не было. В первую же зиму смертность населения в городе стала массовой. Все попытки прорвать блокаду раз за разом терпели неудачу. 25 апреля 1942 года в Ленинград прибывает новый командующий Ленинградской группой войск Леонид Говоров. Первым делом Леонид Александрович выезжает на передовую, где потребовал отрыть окопы в полный рост и лично проверял, может ли он там пройти, не нагибаясь. Результат был налицо. Смертность от шальных пуль и снарядов резко сократилась. Ленинград был поделен гитлеровцами на квадраты, которые методично обстреливались сутками напролет. Говоров понимает, у него нет сил, чтобы заставить вражеские орудия замолчать, но снизить интенсивность обстрелов возможно. Как профессиональный артиллерист, он знает, как этого добиться. Говоров вырос из артиллерийского начальника, и это сказывалось на его последующих действиях. Он вывел артиллерию за пределы города и навязал противнику контрбатарейную борьбу, постоянно меняя места дислокации орудийных расчетов. Это сразу снизило интенсивность обстрелов города. А в Ленинграде царили холод, голод и безысходность. За первую зиму в войсках умерло от голода 11 тысяч человек, целая дивизия. Говоров понимает, он должен не просто спасти жизни, а научить побеждать. Люди просто боялись идти в наступление, и у них не было к этому физических сил. И командующий начал с частых, неглубоких тактических вылазок. Таким образом, он одновременно тестировал противника и раскачивал собственные войска, приучал их к ведению наступления. За многие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах к городу в мощный укрепленный район с разветвленной системой долговременных бетонированных и других сооружений с большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий. 18 декабря 1942 года. До прорыва блокады Ленинграда 30 дней. В ходе проведения тренировки бойцы с криками «Ура!», стреляя на ходу, бросаются к обозначенным вражеским укреплениям. Однако, не пробежав и нескольких сот метров, большая часть из них падает без сил. Говоров останавливает секундомер. 12 минут. Можно считать, что никого не осталось в живых. За это время немцы успеют выкосить пулеметами весь батальон. Командующий приказывает продолжать тренировку. Нужно довести время броска до 6 минут. Тогда есть шанс. Это были изнурительные тренировки. Говоров лично стоял секундомером и постоянно фиксировал время, за которое бойцы преодолевали заданные 800 метров. Таким образом, Говоров создает новые боеспособные соединения, словно из воздуха. Войска Ленинградского фронта по существу тоже находились в блокаде, как и весь город. Крайне скудное пополнение, в основном за счет своих сил и возможностей. При этом Говоров, как командующий фронтом, находит возможность из того, что есть, сформировать целый артиллерийский корпус. Летом 1942 года командующий знакомится с новым оружием. Это пистолет-пулемет Судаева, компактный, легкий, с высокой кучностью стрельбы, со складным прикладом. Идеальное штурмовое оружие. Говоров добивается организации его производства в Ленинграде, и к началу операции «Искра» успевают выпустить более 4000 автоматов. Помимо оружия, Говоров придает большое значение наличию штурмовых лестниц, веревкам с крючьями, шипам на ботинки и на сапоги, волокушам для раненых. Леонид Александрович знает, это не пустяки, а детали, которые спасают жизни. 12 января
1943 года. До прорыва блокады 6 дней. В 9:30 утра начинается небывалая по мощности артподготовка. Командующий Ленинградским фронтом генерал Говоров идет на невероятный риск. Он сосредотачивает в полосе наступления практически всю артиллерию. Нельзя исключить, что немецкая разведка узнает об этом, тогда гитлеровцы просто ворвутся в Ленинград. Артподготовка длится 2 часа 20 минут, после которой должен грянуть залп знаменитых минометов «Катюш». На тот момент времени от действий Леонида Говорова зависела судьба всей операции, судьба Ленинграда. Войска уже рванули вперед, а залпа «Катюша» все нет. До вражеского берега оставалось 200 метров, 100. Первые бойцы уже карабкаются на невысокий берег, и лишь в этот момент ракеты обрушиваются на позиции немцев. И уже через несколько минут командующему докладывают: первая траншея в руках советских бойцов. Но радоваться было рано. Поступило сообщение: на правом фланге в районе 8-й ГРЭС наступление захлебнулось под огнем пулеметов. Говоров принимает решение перебросить войска с правого фланга и ввести их в бой в центре, где оборона прорвана. Одновременно по накатанному из бревен мосту начинается переброска танков. 18 января 1943 года, 9 часов 30 минут. Блокада прорвана. Легендарная встреча войск Ленинградского и Волховского фронтов произошла вовсе не так, как предписывалось в приказах. Советские солдаты, увидев друг друга, бросились обниматься с криками радости. Пробитый вдоль берега Ладожского озера коридор восстановил прямую сухопутную связь Ленинграда со страной. За 18 суток была проложена 33-километровая железнодорожная ветка до Шлиссельбурга и возведен временный железнодорожный мост через Неву. Утром 7 февраля 1943 года ленинградцы встречали первый поезд с Большой Земли. До полного снятия блокады оставался еще почти год. Мало кто знает, что после операции «Искра» немецкое командование впервые в истории войны издало приказ: «Ни шагу назад, восстановим утраченное положение, через могилы вперед». Карьера Леонида Александровича Говорова – это путь победителя. Ему удавалось добиваться успехов в чрезвычайно сложных и даже в безнадежных ситуациях. Но какой ценой? Этот неразговорчивый, сдержанный в проявлении эмоций человек на деле все пропускал через свое сердце, и оно не выдержало. Весной 1955 года в палате военного санатория за несколько минут до смерти маршал Говоров попросил своего старшего сына, с которым вместе прорывал блокаду Ленинграда, записать его прощальные слова. «По-видимому, наступают последние минуты моей жизни. Позвольте поблагодарить нашу партию и правительство за все, что было сделано, и спасибо. Я сделал, что успел, что смог. Я честно прожил и в своей работе был честен. И вы, мои дети, клянитесь мне, что будете также честно работать». Больше званий и наград полководец ценил ленинградцев и этот город, ставший смыслом всей его жизни. И он остался в Ленинграде навсегда. В 1999 году напротив Нарвских ворот был поставлен памятник с надписью «Маршалу Говорову. Благодарные горожане». Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!